Clair Obscure Expedition 33, игра, на которую я смотрел с легким интересом, но думал, что скорее всего пройду мимо. Но как же я, сука, ошибся. Меня никогда не интересовали игры категории JRPG с пошаговыми боями, но все же я решил дать шанс всему французскому творению. И я считаю, что эта игра полностью заслуживает своих оценок и становится главным претендентом на игру года на данный момент. Всем привет, меня зовут Joyboy Jam, и это игровой ревизор, где я играю в то, что вам не обязательно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, у меня тут совсем чуть-чуть осталось до первой 1000. Спасибо вам за внимание, и перейдем к игре. Clair Obscure Expedition 33 с нулевой минуты цепляет своей кинематографичностью и невероятным художественным стилем, где нам показывают разрушенный катаклизмом город Люмьен, прототипом которого стал Париж. Под великолепную французскую музыку нас знакомят с главным героем Гюставом. И да, он похож на Роберта Паттисона, но здесь действительно пригласили актера, и это Чарли Кокс. И мы могли его видеть в роли главного адвоката вселенной Марвел «Сорвиголовы». Завязка в сюжете интригующая. Здесь французы написали для нас мрачную и драматичную историю. В этом мире в одно время появилась некая загадочная художница, которая уже 67 лет каждый год по убыванию своей кистью стирает людей, которые достигли определенного возраста. Это событие тут прозвали гамаш. Люди живут в страхе, ожидая своей участи, а другие каждый год отправляются в экспедицию на континент, чтобы попробовать одолеть ее. И мы в роли одного из них. Что может смутить некоторых игроков, так это затянутость пролога. Нас ждет около 40 минут разговоров, катсцен и неспешной прогулки по городу. Но для меня это оказалось отнюдь не минусом, а даже плюсом. Весь нарративный дизайн здесь справляется на 5 с плюсом. В каждом диалоге мы слышим отчаяние, смирение или надежду. Сегодня день гамажа. Кто-то видится с близкими последний раз, кто-то отправляется в экспедицию. И провожая в последний путь подругу Гюстава Софи, ты шаг за шагом погружаешься в этот мир и ощущаешь эту атмосферу. Oh, Luna's playing. You two would make a cute couple. И в конце тебя добивают катсценой с великолепной игрой актеров озвучки и невероятной лирической музыкой с восхитительным женским вокалом. Тут, наверное, скорее всего, многие пустят слезу, особенно если вы впечатлительные, как я. Постановка катсцен выполнена на уровне хорошего фильма. За персонажами всегда интересно наблюдать, слушать их разговоры, вникать в историю, в них чувствуется живое общение. Они подкалывают друг друга, перебивают, когда спорят, чувствуются их эмоции. Все это делает их настоящими, а историю глубже и человечнее. Jeez, tu poquimo va, parino. No, it's the password. Rico femicola, gor granda vari bombino, passwordito. Gomi puro e сава. Ой, блядь. А теперь поговорим о геймплее. Казалось бы, французы вдохновились японскими RPG по типу финалки или персоны, где в боях путем тактики и грамотного использования способностей персонажей идут пошаговые сражения. На мое мнение, звучит не сильно интересно, но здесь разработчики грамотно внедрили элементы реал-тайм сражений. Например, чтобы избежать урона, можно применить парирование, как в каком-нибудь Sekiro или Souls-лайке. И при удачном парировании герой может с одной тычки вынести вражину, или внести нехеровый такой урон. Ну или же, если парировать тяжко, то можно попробовать просто увернуться от атаки. Но противник зачастую использует не одну атаку в одном ходу, а в основном это серия продолжительных атак с разными таймингами. И такое чувство, что для некоторых атак вдохновлялись у игр Миядзаки. Ведь попадаются враги с такими гадкими, тягучими, растянутыми, заторможенными, ну знаете, такими вот долгими, неторопительными, сука, вялыми, такими, знаете, сука, задержкой, блять, что пока поймешь, как это доджить, можно случайно обнаружить геймпад у себя в мониторе. Так что смело могу заявить, что игра отнюдь не для казуалычей, хотя тут есть выбор сложности. Ну и помимо этого, при использовании способностей персонажей нужно прожимать QTE, чтобы способности влили максимальный урон. А также у Гюстава есть пистолет, которым можно прицельно стрелять в слабые точки врагов. Так что тут есть много возможностей для грамотной комбинации способностей персонажей. Ну и персонажи делятся по классам, конечно же. Например, Гюстав — это инженер, сбалансированный персонаж, который может в поддержку команды и в урон. А своей киберрукой, накопив заряд, он может жахнуть по противнику так, что того застанет на несколько ходов. Луна — это маг, который может вносить огромный урон, накладывать отрицательные эффекты, усиливать и хилить команду.
в зависимости от того, как ее прокачать. А Маэль — это чистый ДД, у которой несколько боевых стоек, между которыми вы будете постоянно переключаться. Каждая стойка дает доступ к уникальным эффектам. Одна усиливает урон, но увеличивает входящий, другая бафает защиту. Третья, виртуозная, дает огромный буст к урону. И грамотное чередование стоек превращает ее в настоящую машину смерти. Ну и по пути сюжета ваша команда будет расти новыми персонажами с разными уникальными обилками и геймплейными фишками. Прокачка же персонажей выполнена в стиле игр Бабадзаки. У нас тут есть своеобразные костры, у которых можно вкачивать поинты в характеристики на выбор, а у оружия скелется урон от вашей прокачки. Ну и пушки можно прокачивать при помощи местного титанита, который вы будете лутать при исследовании локаций. Ну и на кострах мы, конечно же, открываем новые способности персонажей и создаем свои билды. Ну и вражины, конечно же, возрождаются, когда вы отдыхаете у костра. Противников здесь тоже целая куча, и они отличаются друг от друга по моменту и способностям, так что придется изучать каждого из них. А бои с боссами заставляют изрядно попотеть вас в течение 10 минут. 10 минут, Карл! И ты даже заскучать не успеваешь в пошаговой, казалось бы, игре. Еще тут вам предстоит исследовать локации в духе Souls игр, с похожим геймдизайном, со своими развилками, шорткатами, и даже разбросанный лут вам будет кое-что напоминать. А собирать тут вам надо будет разные усилители, которые тут назвали люминами и пиктусами, которые будут усиливать ваших персонажей, давая дополнительный урон, вампиризм и другие прикольные плюшки и бафы. И еще вас тут ждут дополнительные активности в виде опциональных боссов и паркур игр в духе Only Up, если вы хотите приобрести дополнительные костюмчики. Ну и поговорим про внешний вид игры. Каждая локация уникальная и завораживает своими видами. Я серьезно, я не знаю, сколько я времени потратил просто разглядывая работу художника. Локации красочные, грамотно сделаны с точки нарративного и левел дизайна. Здесь есть как заброшенные города, так и бескрайние равнины, скалы и подводный мир, осенние рощи, и каждая локация рассказывает вам историю, где вы находите остатки прошлых экспедиций. В общем, нарисовали хорошо, и глазам есть за что цепляться. Ну и все это дело сопровождается невероятным саундтреком. Музыка не просто сопровождает события, а ведет повествование. Нарастающая тревога, печаль перед бурей или начало сражения под офигенный французский бенгер. Ну и поговорим про минусы. У меня есть досье. Оказывается, нету. Там анекдоты. Ну ладно, для себя я нашел один косяк. Локация особняк, у меня там был полный мрак. И вообще непонятно почему. Хотя потом оказалось, что понятно. Это все был косяк NVIDIA. Я скачал драйвера с сайта, установил их вручную, и все заработало как надо. Так что к игре у меня вопросов нету. Ебать, пофиксилась, да ну нахуй. Экспедиция 33 — это не просто хорошая игра, это шедевр, в котором слились визуал, звук, атмосфера и геймплей. Она вызвала у меня большой спектр эмоций, от грусти и радости до возгорания пятой точки из-за таймингов атак некоторых боссов. Офигенный геймплей, шикарная музыка, смелый сюжет и красивые девушки, без повестки и меньшинств, произведение искусства и главный претендент на GOTY 2025, игра, которую нужно прочувствовать самому. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, пишите комментарии, что вы думаете о Экспедиции 33. С вами был JoyBoyGM, до встречи в новых видео. You know, hobbies don't always have to be useful. I'm enjoying the uselessness of today and readying my usefulness for tomorrow. And soon, I'll get to do a lot more than throw rocks. That's what all the other expeditions said. Hey, you know they gave their lives to lay the trail for us, right? Yeah, I know. Sorry. Yeah. You still got a flower to give, no? Yes. Just... I'm not sure how to start. After 4 years apart, what do I say to her on the day of her gamage? You're asking me. I don't know. Sun's about to set, so be direct. Hey, Soph, been a while. Could we